Эй, продолжаем Divinity Original Sin. Я немножко отдохнул, но по информации что у нас? В прошлой серии мы прошли первый акт. Мы победили Александра в бою вместе с его приспешниками. И мы попали на корабль Госпожу Месть, отобрали его. Вот, только сейчас будем по нему ходить и изучать его. Так, давай-ка сохранимся. Здесь, смотри-ка, поумирала куча людей. Claude, so close to escaping. Клод. Слушай, а у меня лимита веса так мало, капец. О, у нас новый уровень, кстати. Давай тогда силы я обустану. О, 150 сил, теперь могу таскать больше. Кстати, сколько у нас там? Я думаю, стоит ли память изучить? Наверное, стоит. Так, и здесь мы возьмем, наверное... даже я не знаю, что бы такого изучить. Так-то ведь по факту... Мне здесь только дамаг нужен. Кстати, в будущем геомантию, наверное, надо будет на единичку вкачать. Давай военное дело. Так, урон 57-66. А так 62-71. Отлично. Но тут еще перки я возьму дополнительные. Вот метательный нож. И благословение. Нужно ли сейчас вот котика вызывать еще? Главное, что я силу изучил, мы таскать можем больше сейчас. Сегодня великий день, настолько великий, что я даже решил, что стану вести дневник и описывать свою службу на Госпоже Месте. Когда-нибудь я обзаведусь семьей, и тогда мои дети и внуки узнают о моем скромном вкладе в наши эпохальные деяния. Итак, я начинаю. Сегодня на борт поднялась божественная госпожа Далис, длань карающая, или как ее зовут, Кувалда. Она прошла мимо нас, овеянная великой славой, и мне показалось, что она улыбнулась мне уголком рта, бросив на меня короткий взгляд. Сама Кувалда улыбнулась мне, кажется. После этого она отправилась к своей каюте и обратилась с речью к двери. Я не слышал всего разговора, но кажется, она говорила о стойкости, являющейся без всякого сомнения, и важным этическим принципам ордена, к важным показателям военного корабля. Дверь в должной манере впечатлена ее речью и открылась. Кувалда проскользнула вовнутрь, и с тех пор мы ее не видели. Эпохальный день. Приказы. Мы получили приказы. Корабль отправляется в поход. Банда злобных посланцев высадилась на острове, и мы должны уничтожить их судно, а может быть и их самих. Скоро я смогу рассказать о нашей славной победе. Стойкость? Вот ключ ко всему. Стойкость откроет все двери. Стойкость. Ой, Керман погиб, смотри-ка. Создавающий клич. На основе чего? На основе какого навыка? Призывания? У меня же призывание есть сейчас. Ладно, возьмем. О, не... Слушай, немота 20%, это классно. Ну, кинжал у него так себе. Я сначала всех залутаем здесь. Так. Щейка. Spare me, Gareth.
We got what we came for. This is what success looks like. I won't see them tossed overboard. Not here. We'll hold a proper service. What's-his-face and so would want us to get this ship sailing before all else. They died for those God-woken, after all. You know their names, Malady. Can't you even pay them that much respect? Gareth inhales sharply, then catches you out of the corner of his eye and smiles, barely. Our guest stirs. Welcome, Godwoken. Glad to see you safely aboard. Ah, our undead God-woken. I had nearly forgotten. Too many. One too few, actually. Alexander, he's alive. Жив? Apparently, you didn't hit hard enough. Так, это я его бил разве? По-моему, не я его бил. По-моему, его... Или я бил. По-моему, я, да. He's in the hold below decks. Unconscious, but alive. Question him. Someone has been hunting your kind, and Alexander fancies himself the only Godwoken worthy of ascending. As far as we know, you may even be the last still alive. If Alexander is guilty, he'll face justice. Yes, we certainly had better, but the ship won't move. She's mute. We need to free her tongue. You're welcome to try, though I doubt it'll help. What Gareth means to say is don't bother. Livewood will only move when it wants to, or in this tub's case, when it's forced to. That's right. The ship's made of an elven ancestor tree, the spirit of which is still trapped in every plank. What we need is a way to control the bloody thing. The Seekers, the survivors of us, have been combing the ship from bow to rudder. It hasn't been easy. This place is laced with dark magic. These Seekers have such a limited skill set. We lost a man in the search. Malady might not appreciate that, but I do. And I hope you do too. I'm sure the Godwoken will be able to get the ship moving. They kind of like to feel useful, don't they? It's your best that'll save us all. Так, корабль, да, не могут сдвинуть с места? You did the Seekers proud. Ой, Матис тоже погиб. Жалко. Hey, stranger. Glad to see you. No reds in the offing yet. Don't imagine they'll stay. Помнишь эту Тардин мы встретили там, которого около вопящего сидела? Our survival hinges on getting this ship moving, Godwoken. We are searching every corner of it for anything that might help us. Ah, there you are. High time to stop gallivanting and resume our journey together, wouldn't you Что say? ты делаешь? Красный принц тут тусит Симона. Как You у вас дела? made it, Godwoken. Good. Not all of us did, though. The sooner we leave this island behind us, the better. Понимаю. Pray to you for my Seeker brethren. Show us the path to salvation. Погоди-ка, чё так медленно бегаю? Просто мне вот эта штука нужна, чтобы мне чуть-чуть ускоряла бег, совсем чуть-чуть.
Don't go any further, Godwoken. We need you alive. That's right, Godwoken. Another Seeker is dead, so you might live long enough to face your destiny. I hope Malady is right about you. She glances over towards a smouldering pile of ash on the deck nearby. Something is nestled within it. That was Brendan. When the ship wouldn't answer my call, he touched the figurehead, and it attacked him, without warning. He burned, like he was made of parchment. She sighs. I know. Just be careful. Nothing. The ship is live wood, that much is clear. But I couldn't communicate with it. The Magisters must have done something, warped it somehow. I just don't know what. Вау, смотри, какой классный кинжал у нее продается. Просто отличный, я бы сказал. 15, 17, 9 уровня. Такой же, как у меня, но мы здесь никакой больше-то и не купим. Так хорошо. Потому что я даже такой хочу купить. Давай я куплю 843, это не так много. Так, сколько там умирать у нас будет сейчас? Blessings to our fallen. Pray that they may find rest. Вот так вот. Ну, вампиризм, конечно, мне не особо нужен. 5% это мало, это копейки. Но то, что у него урон значительно выше, это здорово. Sindelius, hear my prayer. Show us the way forward. Before you is a towering figurehead carved in the likeness of a dragon. It looms over the bow, its fangs bared at the open sea. At that moment, the ship serendipitously creaks beneath you, almost like it is acknowledging your observation. Searing pain races up your arm. The ship senses you. It's angry. The pain in your arm subsides to a dull tingle. The surface of your bones is already blistering. Ага. Значит, если мы ее касаемся, то она может нас убить, да, I ответ? warned you, didn't I? Why did the gods choose a fool with a death wish to be their champion? Да ладно, чего такого? Blessings to our fallen. Ничего себе, как она мне это обиделась, потому что я потрогал фигуру. Подумаешь, обжегся. Я же и так мертвый, чем мне? Ну как, Вар, что ты мне можешь сказать, рассказать? There you are. I was just thinking of you. This is Dallas's ship, but she can't have been the only one who could get it moving. It'd be too risky, and Dallas is anything but careless. There's a way to move this ship on board, I'm sure of it. The figurehead has certainly caused a commotion lately. But then again, so have the doors downstairs. Everywhere you look, a hunk of wood looking to incinerate, or you'd be surprised. A ship like this holds many secrets. Hopefully you can discover some these seekers might have missed. Naughty lizards. I wouldn't have taken that rune on the figurehead as a slave scar myself. Well done. We'll need to find the song that'll control it then. Well, you'll need to. Dying to hear them. Malady smiles at you. Bright eyes, cruel mouth. Well, you've eschewed your pretty little mask, haven't you? And besides, I know everything. Meister is one of a rare breed. She'd do anything in the name of a cause, and her cause happens to be you. She's desperate to meet a living Godwoken. She'll be exceedingly pleased we're en route. We'd better not leave her waiting. She's a bit particular.
She's the founder of these seekers, and she's powerful. That means something when I say it. Your kind can reach astounding heights. MasterChiefRUS can help you do just that. A place called Driftwood hosts a putrid fish, putrid dwarves, and MasterChiefRUS herself. You'll probably find it quite comfortable. Так, окей, ладно, пойдем искать способ завести корабль. Сундук хранилища. Кстати, сразу спойлер скажу, этот корабль будет с нами всю игру. То есть я все предметы, которые у меня есть, я могу оставлять здесь вот, в этом сундуке, и они никуда не денутся. Абсолютно. Поэтому всякие банки, лимондады и прочее можно все абсолютно здесь оставить. Лишнее. Ого, сколько морковка восприятия дает? 4 целых, это много. There must be something around here. Так. What am I even looking for? Will I know it when I see it? Так, что бы мне тут стоит оставить? Лишнего, да? Лишнего. Но свитки копейки весят. Вот это будет для лоуса изучить, и военное дело надо будет. Это продать можно будет. Я, в принципе, могу, наверное, выучить навыки некоторые. Голова медузы, кстати. Можем выучить. Стальное сердце тоже можем выучить. Это на продажу тоже. 20 резов, нифига себе. Не слабо. Арбалет без тетивы мы отложим. Банку паразитов тоже отложим. Я так-то знаю, что некоторые предметы нам в теории могут пригодиться когда-нибудь. Лютни можно отложить. Вот картины все убрать сюда. Картины нам еще не скоро пригодятся. По-моему. Я знаю, что их можно в будущем сплавить какому-то художнику, но я не знаю, кто это. Поэтому кукла больше нам не нужна. Мы девочку так и не нашли. Еще и мать ее убили. Да. Ну, это продать можно, книжки некоторые вообще не нужны абсолютно. Тут куча веса еще у нас. Что, новый рецепт узнаем какие-нибудь, нет? Не хочешь узнавать. Очень жаль. О, Ифан, привет. Приоделся, смотри. Nice to meet another so-called godwoken. An amused expression crinkles the crow's feet at Ifan's greying temples. His face looks a lot older than the bright green eyes gazing out. He looks deep into your eyes and sees something. Cute. I'm gonna hunt down my old pack leader and find some answers. The lone wolves have been tasked with killing Godwoken. I'm Godwoken, and a lone wolf. That's a problem.
Ну да, согласен. Say, on the way there I could use someone to watch my back. And it looks like you could use someone to watch yours. Want to team up? He grins, sharp teeth. So, before we hit the road, survival's my main priority. I'll use every trick in the book to keep us alive. But it can do. Onwards. He scans the... Right you are. Так, мы же его, кстати, да, в пати не брали. Ну смотри, зато в этот раз, то, что я его в пати не брал, у него теперь неплохие пушки появились. Прости, Ифан, но я должен сделать так. Хе-хе. Погоди-ка. У него свитка, да, нету, зато свитка реса нету. It's good to be on the open seas again. Давай спросим, Set sail for Driftwood, I reckon. Что скажет? From there we can track down my old pack and find out who's behind the contracts to kill Godwoken. Ifan salutes right back, then grabs you in an unexpected bear hug. Truth be told, I couldn't have done it without your help. But you know, a contract's not complete until you hand it in. So I'm not putting my feet up just yet. Ifan looks at you askance, then doubles up, laughing. He wipes tears from his eyes and stutters to speak, but he can't stop laughing enough to do so. Oh, she was a fine one. You see there, she writes like a cottage innocent, but the truth is, it was she who stole everything from the chems. А, это про ту самую эту уборщицу. She wrote that whole book to cover her tracks, so nobody'd look for the missing gold anywhere near her. She never even met Roost, though she paints quite an accurate picture of his, bedroom antics. And with that, he's laughing uncontrollably again, waving you away with both hands. Lonely? I wouldn't think so. I went from life in the regiment, to life in the pack, to life on the road with you. I haven't had time to be lonely. He pauses, reddening slightly as he looks at you Unless, wait. What did you mean exactly? О боже, вы что, серьезно? Вы рофлите? Боже, что вы... Блин, я и не знал, что тут так можно. Ah, yes. Of course. Are you certain you want to dismiss your companion? His eyebrows shoot up. Can't say I'm not sorry to see you go, but you'll be alright. There's plenty good luck out there. Might be... Он, наверное, это... Мы его раздели, и он засмущался, да? Понятно. Понятно, все понятно. Слушай, 20% здоровья похлебку восстанавливать неплохо. Кстати, вот эти вот бутылки пива мне надо будет это сплавить потом куда-нибудь. Помощник дали? Что он тут делает? О, так тут эти стоят. Больные на голову. Так удивительно, что они не воюют с нами. Лутецкий, Лутецкий. Ой, Ифан там чилит. The silent monk leans forward slightly and stares at you straight in the eyes. She seems The silent monk leans from one foot to the other. He seems eager to... Хочешь пойти, но не можешь, да? О, Экстер. Привет. We have to find a way to get this ship moving. We can't let the Magisters catch up with us. We're too weak to fight them again. Ух ты, еще новый кинжал. Тоже неплохая шмотка. Скрытность плюс инициатива. Тоже неплохо.
Ладно, я это попробую запомнить. Это все нам может пригодиться. Где лоусы? Мне нужна лоусы, я хочу с ней ходить. Lady's a sturdy old tub. It'll take a lot to sink her. О, Зер, привет. Let's team up, you and me. What do you say? Suit yourself. He drags a comb through his... Не, гном меня не интересует. О, вот Лея. Я подумал, что лоусы. Melody says if we can get the ship to move, we can go home. Home! Сначала надо сдвинуть корабль с места, тогда и поплывем. Сколько у меня веса? Блин, сейчас забьюсь опять. Ладно, бутылки надо будет сейчас в ящик сложить вместе с кружками пива. Алкоголь мы на корабле оставим. All that fighting will be worth less than nothing if we can't get this tub moving. Still found nothing. God's through. Грязные носки. Классно. Подушка. Подушка. Так, пойдем бутылки поставим в этот. Поставим, говорю, положим. Они мне не нужны. Бутылки вина. Кружки пива. Да и воду, наверное, можно будет убрать. Кружки вина. Тут так-то они немало весят. Чашка с водой, чашка чая, лимонад. Так, пока что так. Давай ниже. There's got to be some clue. Dallas would have trusted someone with a secret, wouldn't she? Unless there's someone still inside. Блин, они такие высокие, что в диалог не влезает их башка. Hey, you're here. Pretty nice boat, eh? There's got to be another way to get it going, but we can't find a way into Dallas's room. Maybe you can see something we can't. Я ищу. Speak to me if you're looking for hired help. I've got good fighters of every stripe. They know how to... So, what'll it be? А, тут можно будет покупать новых героев. Окей. Но они мне не нужны, я в два персонажа играю. Ой, Сибила, привет. We've braved the joy, and I lust for further adventure. What say you? Shall we continue our journey together? А, Лоуса, привет. Hey, don't I know you from somewhere? So, we've got quite the task on our hands, haven't we? I have to admit, the whole thing is very intriguing. I ought to chain you up like your lot did to me. Magister Randy, Corker's mate with the divine... The old band back together again, I guess that depends, doesn't it? Look at me. Hard. What do you... Losa leans back slightly, thin arms crossed in front of her chest, and stares at you defiantly from dark eye sockets, darker and deeper set than when you first met. She blows back a lock of white hair, matted with sweat and grime, and holds back a smile from the corners of her lips. Exactly. Exactly. I want to make sure you understand, well,
the risks. Magister Ranley, Corker's mate for the divine eminence vessel, Lady Vengeance. You don't get it. I'm dangerous. You have to pay attention. You have to be willing to hurt me if I'm hurting you or someone else. Can you do that? Promise? I ought to chain you up like you lot did to me. Well, all right then. She pinches your cheek, a sparkle in her dim grey eyes. I knew I could count on you to murder me in a pinch. Let's go, Chief. Так, а вот сейчас... Что у нас там по весу? По умениям. Так, давай выучим залог, чем мы можем выучить. Так, нам нужно военное дело. Давай выучим, чтобы было на всякий случай. If it were up to me, you'd be swinging from the end of a rope, not locked up in here. Magister Ranley, Corker's mate for the divine eminence vessel, Lady Vengeance. You keep saying that. It won't save you. Позволяет указать жертву, которая будет получать весь нанесенный вам урон. Неплохо. А, еще бы надо ей будет потом этот вкачать. Так, Фейден вверх. И взрыв стужа. Magister Ranley, Corker's mate for the divine eminence vessel, Lady Vengeance. Enough! Being behind bars suits you, murdering scum. Так, смотри-ка, здесь, кстати, на корабле на этом есть зеркало. Очень крутая вещь по той причине, что с помощью зеркала можно изменять скиллы. Давай с такого цвета сделаем таким, что-то более приятный. Будем считать, что она была желтой, а стала более здоровой. Так, лицо не 7, да? Есть что получше. О, новые лица добавлены, по-моему. Ну, что-то какие-то они стрёмные, если честно. Ладно, пускай будет оригинальное лицо. Если можно прическу поменять, сколько? О, новые прически тоже есть. Кажется. Какая-то принцесса Лея. Это как у кувалды прическа. Блин, я не знаю, какие волосы сделать. Ладно, пускай будут такие, какие у нее есть. Ну, вот, кстати, более темные такие, красно-темные. Давай сделаем такие, они, мне кажется, более выразительный цвет. Будем считать, что она их покрасила, скрывая свои вот эти вот седые волосы.
Качество. Так, что там по качествам? Интеллект надо было уменьшить. Да. И надо бустануть, по-моему, память. А, у нее еще новый навык же, да? Ловкость тогда. И силу можно добавить. Сложение пускай останется. Из умений. Вот тут, видишь, можно умения все перебирать сейчас. Так, перекинетика 3 у нас из скиллов, мастерство охоты. Давай искусство убийства возьмем. Там, по-моему, прыжок есть еще один. Некромантия мне сейчас, по-моему, не нужна вообще. Геомантию оставляем, артургию оставляем, гидрософистику оставляем, перекинетику оставляем, искусство убийства оставляем, это оставляем, это оставляем. Че мне может с некромантией понадобиться? По-моему, там вообще ничего такого сейчас нету для меня. Я бы, наверное, лучше бы, не знаю, военное дело, может быть, бустанул. Так, вот по поводу обмена. Обмен можно скинуть на убеждение. А, погоди-ка. А обмен что дает у нас именно определяется... Знание легенд. Ну, знание легенд, кстати, Фейну понадобится для того, чтобы... Ага, сейчас, погоди-ка. На самом деле это очень имбово по той причине, что я могу сейчас запустить знание легенд и все шмотки свои изучить. Ладно, друг животных мы оставляем. Но сейчас мы берем палач, который мне нужен был. Который дает нам это... очки. Видишь, что прикольно, что игру можно все свои билды менять полностью. Ты можешь танка вообще сделать. Сейчас главное перки найди и набери их. Вот так вот. Так, у нас какая-то шмотка, да, слетела? Или нет? А, нет, просто я не показываю. А чё шлем не показывается? Я его убрал из этой, да, получается? Пускай показывается. Странно. А где нажать, чтобы он появился снова? Шмотка. Я хочу, чтобы шлем видно было. Ладно, давай познаем. Ну, неплохо в целом, если для Фейна одеть. Но у Фейна уже есть что-то крутое, по-моему. Да, у Фейна даже поинтереснее. Эх, поэтому это пойдет на продажу. Можно лоу садить. Плащ Александра, сила и возмездие. И тут ловкость. Маг броня мне особо. Хотя тоже нужна, но мне больше физики убивает, наверное. Телосложение плюс 2 лидерства. Неплохо, кстати. Че у Фейна? Давай добавим вот это, потому что там лидерство вообще для Фейна бафается. У нее шмотки на лидерство, поэтому тут вон смотри, как уклонение растет, сопротивление. Лидерство 4. Это очень круто. Забафать Фейна так. Потому что Фейн вдохновлен Лоуса. Хотя она такой селитер, наверное. Вот это, кстати, очень хорошая штука. Это лучше, чем моя.
Ну, копье на продажу. Восприятие, гидрософистика, артургия. Тут телосложение и очки здоровья. Блин, вот даже не знаю, что взять. Нет, наверное, все-таки побольше урона. Здесь гидрософистика дает хил дополнительный. Поэтому пускай так будет. О, военное дело с куда большим количеством маг защиты. Это круто. Так, тут что за кольцо? Кстати, для Фейна. Искусство убийства. Вот так вот. Ну, по-моему, все, да, здесь у нас из такого. Две картины у Лоуса. Так, давайте теперь Лоуса идет сюда. И по поводу умений она возьмет себе сейчас убеждение. Пускай будет 2. Это для диалогов с животными. Остальное мне не надо. Это если что, я вернусь сюда. Знание легенд теперь вообще на самом деле не нужно. Ну, обмен тоже, по идее, можно было бы это. Так вот сделаем. О, смотри, как в каске вот эти теперь выглядит. Такой арбалетчик. Правда, штаны смешные. Какие-то там широченные. Блин, странно, что шлем не... Ага, вот, галочка здесь ставится. Прикольно. Слушай, а мой сила гидросопротивления яду лучше для Лоуса? Ой, блин, мне главное каску-то эту не снимать, а тут сейчас меня убьют нафиг. Вот этот дать Фейну. А вот это дать для Лоуса. Плюс, по-моему, в шлем там можно что-то для крит удара, да, засунуть, если не ошибаюсь. Так. Оценил Фейна уклонение 15%. Это очень много на самом деле. Это реально много. Ладно, давай тогда это. Сейчас посмотрим, что по Фейну можно сделать. О, зацените у меня кинжалы. Прикольные тоже. Так, по качествам. Ну, по-моему, у нас тут все ок идет. Так и оставляем. Тут, по-моему, тоже все ок абсолютно. Ну, хотя, знаешь что? Возможно, имеет смысл уменьшить искусство убийства и взять геомантию. Возможно. Я тут кое-что подумал, но подумал, что так себе идея, наверное. Ну ладно. Убеждение нужно, и воровство тоже нужно на самом деле. Просто ты никогда не знаешь, когда это все может пригодиться. Это очень тупо. Потому что может для Лоуса... Нет, Лоуса тоже убеждение нужно. Для животных. Я вот не знаю, геомантия это мне нужна сейчас или нет. По идее, каменная броня, она сейчас мне будет ой как нужна.
Гидрософистика тоже в теории понадобится. Блин, сложно. Сложно определиться, знаешь, когда вот такие вот это... Когда всего 2 персонажа, и нам нужно собрать какой-то сбалансированный пак. Хотя сейчас, вот прямо сейчас геомантия, наверное, мне не сильно пригодится. Поэтому давай пока что искусство убийства возьмем. Тут это все-таки оставляем. Слушай, для ловца там, по-моему, это... Скиллы какие-то. Вот, красный прием для нее изучить. Но я вряд ли буду... Вот адреналином точно надо будет пользоваться. Иногда надо будет пользоваться. Типа ты там промахнулся, да, и не добил, тебе нужно отступить, например. Адреналин это может позволить сделать. Ну, либо добить кого-то гарантированно. Цепная молния. Когда я выучу. Ей нужно отступление купить для Лоуса. Так, ну ладно, пойдем тогда. Can't you say anything else? Bloody magisters. Ой, какая-то маска не показывается. Здравствуйте. The seeker flexes her arms stiffly. Her joints audibly pop. She sees you draw near. I owe you, Godwoken. Without your help, I'd likely still be a prisoner around here, not guarding Alexander the bloody divine himself. She nods her thanks and immediately winces, laying her hand on the back of her neck. I wish. No, the magisters kept me chained to the bulkhead. Arms held above me head, feet barely able to touch the deck. Now my joints are paying the price. We're a big bloody target on our backs. We took their leader and their flagship. The Hammer won't stand for that. She'll be hunting for us. The seeker throws a toxic look at the imprisoned magister. Hardly. She's just some deckhand. If it were up to me, I'd tie her to the main mast and use her for arrow practice. But Malady wants her alive for now. Good luck getting anything out of either of them. Our special guest is out cold. And the other one ain't in much of a talking mood. All right then, just... Don't make me regret it. Кто там? Александр, да, у нас валяется. Locked. Открывай. Hope you find something useful. Здравствуйте. A young magister paces around the brig, fussing over Alexander's unconscious form. She leans over and applies a damp cloth to his brow. She notices you observing her. She straightens her back and sets her jaw in a defiant scowl. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. That's all the information I'm giving to any of you lot. So stow your questions. Ranley, Corker's mate, Lady Vengeance. Magister Ranley, Corker's mate of the... The magister falls silent, but stares at you with unwavering defiance. Так, убеждение... Что у нас там? Наверное, восприятие нужно заявить, как будто вы лично знали, как вы говорили, что придется казнить пленницу, но если толку от нее никакого. The magister's stare hardens into... Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. Убеждение 3 надо было бы, нифига себе. Профите. Get away from him, sorcerer. That's the Divine. All right. Don't harm him. I'll be watching. Magister Ranley. Bishop Alexander lies supine on a bare wire cot. Though unconscious, his eyes are only half closed. His swollen jaw hangs open at an odd angle. Bruises swell beneath his eyes, and a shallow gash zigzags from his right ear down to his beardless cheek. Unconscious, he looks more boy than bishop. Someone has wiped the bishop's hands clean and folded them neatly over his abdomen. They rise and fall in shallow, jagged swells.
A beautiful six-sided gem rests on the bishop's chest, hung round his neck by an ordinary oiled rope. The gem sits heavily in your pouch. I ought to chain you up like your lot did to me. Так, мы взяли самоцветик у него. Corker's mate of the divine eminence vessel, Lady Vengeance. Знаешь, что здесь не так обидно хотя бы, что если ты не убедил, тебе не дают за это опыт. Как? В каких играх дают опыт за убеждение? По-моему, в Ведьмаке. Вот он, доска. Во всяких там в Скайримах и так далее. The door seems like any door, at least at first. Then you notice its unblemished wood. There is no knot, no scratch, no dent to detract from its apparent perfection. The wood groans and creaks. A face appears in the wood, tortured and tormented. A six-sided indentation is carved on its forehead, as if a gem or amulet had made a mark there. The face vanishes. The anguished face appears once more. It dips its forehead towards you and waits. A shudder of pleasure racks the figure in the door. It seems to breathe. All of a sudden, all anguish is gone. It gives you the sternest of looks. No entry allowed through the starboard stateroom door. Please use the port side door. По левому борту, значит там. I am summoned. Speak the password. Стойкость. Yes, and yes again. The... Just one more moment, please. Таркин, торговец. Ну-ка, что это? О, вау, вот это у него тут снаряжение. Вау, ничего себе, вот это да. Вау. Вау. Вау, слушай, это очень крутые шмотки у тебя тут продаются. Вот это да. По-моему, я у тебя буду затариваться. Вау. Ух ты. Это очень круто. Ладно. He clicks together two halves of some type of gauntlet sitting in his lap and turns his full attention to you. A curious smile plays across his lips as he takes you in. An undead, eh? Wonders never cease aboard this vessel. But beggars can't be choosers, I suppose. Especially when it comes to their rescuers. To whom do I owe my thanks? I see no cause for alarm. I'm not some uneducated simpleton, you know. I'm a prisoner, of course. Do you think I'd be sitting here calmly if I was a Magister holdout? That infernal Dallas woman left me trapped here, too weak to escape. It seems I'm in your debt. Why torture? What else? He extends his arm and pushes up the sleeve. Beneath, the skin is withered and discolored, as if it were magically decayed. She used some form of domination device on me, forcing my hands to do her bidding, and I've ruined them in the process. Well, the situation is looking immeasurably better now. You'll hear no more complaints from me. So why don't you tell me all about my valiant rescuers? To whom do I owe my thanks? I suspect there is very little that is simple about you. But perhaps those questions are best left for another time. I ought to continue what I'm doing here. Unless there was anything else? I have particular skills that she sought. Healing, crafting, and more arcane magical practices. She had me enchant a dead cat, for instance, so it would seem alive. He clicks the gauntlet into place around his withered forearm, his eyes on you the whole time. But that damn contraption that she used on me seems to have fogged my memory. The rest is a blur.
trust me. Convenient is the last word I'd use to describe the experience. Pass me that copper wire there, would you? He takes the copper with a nod of gratitude. His sleeve slips back, above his elbow. In its crook, you see part of a tattoo. A pattern of concentric circles rendered in black. Perhaps my memory will come back with time. But for now, I'm afraid there's little more I can add. I'm doing my utmost to be civil to you, under rather trying circumstances. Why must you push me like this? I'm more than a sum of my parts, friend, indeed. But I fear you might have come to the wrong calculation about me. How about you just let this matter rest? Something tells me that he'll only bring us woe, but I can't judge him, yet. He takes your hand in his gauntlet-clad fist and shakes it. There's a lot more power in his grip than his slender frame would suggest. Call me Tarquin, and consider me at your service. I must admit, despite what she did to me, I can't help but admire her a little. The woman is unwavering. She will break before she bends. So if you should cross paths again, be sure to leave her broken. You will not get another chance. No! This piece is far beyond what those wretches could muster. This is something of my own design, to meet my own requirements. The Magisters left me weakened, but this will help give me the strength to carry on my work. Можно будет торговаться, да, с ним? We're barely acquainted. Why should I tell you anything personal? A flicker of hesitation crosses Tarquin's face. He glances down to his wasted limb. You're most persistent. Perhaps our past will pit us both against the hammer. We will see. But don't claim me as an ally just yet. My allies tend to die. Так, ну-ка, If I didn't know any better, I'd think you were taking a shine to me. You're hardly out of my presence lately. Так, окей, значит, с ним у нас будет Лоус вести диалог. I'm glad you decided to put that moment of doubt behind you. The last thing we need here is more unpleasantness. Только что-нибудь ему сейчас впарим бесплатно. Например, вот этот хлам. У нас уже скидка 14%. А если это? Уже 16%. Возьми вот это. 23%. Классно. 25. А сколько максимум будет? 100. 26. Ну все, нормально. Зато у нас насколько дешевле теперь этот лук? Он дешевле на 400, но считай, мы ему продали настолько же. 24-29, но при этом он дает ловкость, дальний бой и вампиризм. Дальность такая же, но урон, получается, будет такой же, но здесь выше ловкость. И все-таки дальний бой, уклонение. Ой, уклонение. Вот. Слушай, я бы купил бы, наверное, этот лук. Он хороший, реально отличный. Хотя там был, по-моему, лук с немотой еще. Так, вот это надо будет купить для Фейна. Слепота, немота, очень круто. Восприятие, искусство убийства, пирокинетика, тоже для Фейна отлично было бы. И вот это было бы отлично.
Военное дело перекинетика. Здесь у нас мастерство охоты, геомантия. Угу. Ну, там перекинетика. Блин, даже не знаю. Так, здесь у нас очень круто шанс крит удара. Ну, больше брони, да. Ладно, давай вот эти вот купим. Инициатива 2 тоже неплохо. Наверное, стоит взять все-таки. А чё у Фейна-то по сапогам, по ботинкам? Ну вот это для Фейна надо взять тогда. Так, здесь у нас восприятие, искусство убийства, перекинетика. А, ну здесь интеллект нужен. Ну ладно, тогда не буду покупать. Так, лук покупаем новый. Ну, я думаю, нам пока этого хватит. Слушай, неплохо мы там сэкономили-то на предметах-то этих. А ему очень продам сейчас лишнее. Вот это продать я хотел. Плащ Александра тоже продам, он мне не особо нужен. Вот это продать. Так, все окей. Давай посмотрим лук. 63-76. Ну нормально, зато здесь вампиризм хотя бы есть. Так, Фейн, давай одеваешь вот это. Лоуса должна одеть вот это. Ну блин, тут, конечно, лидерство. Хотя, погоди-ка, может быть, все-таки Фейну? Но тут уклонение, конечно, здоровские, 7% вместе с тем, в итоге 18. Это очень много. Блин, наверное, все-таки зря, наверное, это купил. Наверное, зря купил. Здесь инициатива. Ну ладно, хер с ним. Там больше брони, и инициативы больше, и телосложения будет больше. Вот это для Лоуса надо. Это обязательно для Лоуса. Куча брони, плюс шанс крит удара еще поднялся. Так. Кинжал для Фейна. Слепота, немота. Это все мы продадим сейчас. Ключик тоже можно продать. Перстень брака оставим, это продадим. Тоже продать. Перчатки телепортации тоже можно продавать, уже абсолютно не нужны. Ну и по факту все, да? Так, Лоус, давай это. Женщина-торговец. I'm glad you decided to put that moment of doubt behind you. The last thing we need here is more unpleasantness. Будем сейчас у него деньги свои возвращать таким образом.
Ой, я чуть это не продал. Сердце тирана. Это мне надо вообще выложить на самом деле, этот доспех тирана. Так, продать. Вторая кожа. Блин, так-то хорошая, но, блин, ну, продать уже что, это тоже. И это, и это. Так, я там тиран сет-то не продал. Продал. Ты ёбаный в рот, это ты дурак. Как я это продал? Это мне не надо продавать. Или продать нахер он мне нужен? С другой стороны. Он мне нужен только, чтобы использовать шлем. Для высасывания истока. Но у меня куча жезлов. Так-то. Да ладно, похер. Ну я, конечно, и затупок. Хотя этот оставим, он раз 100 дает. Иногда может пригодиться. Так, я там еще ничего не продал. Погоди-ка, мне надо убедиться, что сет тирана действительно у меня собирается. Или я его продал уже весь. А, ну да, вот они там перчатки находятся. I'm glad you decided to put that moment of doubt behind you. Верни The last перчатки, thing we чувак. need here is more unpleasantness. У нас, кстати, денег столько и остается. Ну ладно, пойдет. Пойдет. Ну, сколько бутылок. Что у нас телекинез есть теперь? Так, ну... Эту часть я, наверное, подольше позаписываю, потому что мы тут мало чего делали. Пройтись, пока мне удало там в пиве искупай. Потом зачарую волшебной пылью, и Рона станет былью. Эту серию, может, на часа полтора запишу даже. Но все равно тут ничего не происходит такого. Куча пустых флаконов. Бокал вина, куча золота. Ой, мой стол. Пирамида телепорта. Вы получили пирамиду телепорта. Пара таких пирамид объединены неразрывных связью. Откройте инвентарь, используйте пирамиду, чтобы телепортироваться ко второй пирамиде из пары. Ну, кстати, не знаю, наверное, для отступления в некоторых местах может понадобиться. Есть письмо. Далее с кувалды написано собственноручно. Внимание! После произошедшей в описании кровавой резни искатели лишаются всех своих титулов и привилегий, дарованных им как членам Божественного Ордена. Их ошибка не должна повториться. Для себя оставить место в Трифтуде. Этого достаточно.
А, это она знает об этой, что ли? Далис знает о Местре. Угу. And you thought Rivellon was flat? Лист бумаги, увеличительное стекло, череп, пыльный фолиант. Книга написана на древнем диалекте языка ящеров. Во всем мире лишь немногие смогут понять, о чем в ней говорится, но вы можете попробовать воспроизвести звучание слов. This is written in ancient lizard script. It appears to be a song. Это, наверное, песня... I've spotted something. Че я видел? А, там проход какой-то видел. Это, наверное, песня-то управлением кораблям. Кувшин? Какие дорогие это кувшины здесь. Секретно. Дневник наблюдений писан доктором Нейзлом. Собственноручно. О, это тот самый чувак бешеный, который людей на кишки резал. Первый раунд. Обычный посох очищения применяется колдуну. Результат обычный. Второй раунд. Обычный посох очищения применяется к не колдуну. Результат смерть. Третий раунд. Посох модифицированный типа. Это очищение применяется к колдуну. Результат обычный. Смерть. Нужна реликвия посильнее. Так, ну вот, короче, Нейлс тут это о своих отметках. Как? Кисюткин. Скелет кошки. Укололся. I'm a monster. I click and clack as I stalk my prey. My tail rattles like a snake's. I suffer. Mumsy? Is she here? Mumsy, where are you? 'Tis I, Booply Bear. I am quite changed, but don't be frightened. You? She sent you? The cat begins to purr and rub itself on your ankles. Any friend to Mumsy is a friend to me. I believe the song is around here some. The song, of course. Trouble not my weary mind with duncery. The cat purrs, an eerie clicking sound. Tell Mumsy to come back soon. Now that I am but bone, I'm too light to trip the moving door. I'm sure there's a rat back there. Ну да, котик тоже говорит о песне. Песня-то вот в этом фолианте там лежала. То есть мы уже догадываемся, как управлять кораблем. Похоже, это дневник солдата, и в нем рассказывается об успешных походах, в которых противника удалось напугать и заставить сдаться без боя. Сначала вы предполагаете, что это мирный трактат о психологии войны, но потом находите между страницами небольшой листок с рецептом изготовления гранаты, вселяющей ужас в сердца врагов. Увы, для изготовления требуется измученная душа. Ага, граната ужаса. Кстати. Такие вещи иногда могут пригодиться. Дорогущие стаканы пойдут на продажу. Вместе с кувшинами. Что за книга? Какие-то цифры, стихи следопыта. Если вы правильно поняли, в этом стихе говорится, что из зуба можно сделать оглушающий наконечник. Мы уже это читали, по-моему. Так. Ой, толстую книгу взял. Случайно. Никогда не следует забывать, что все граждане государства равно заинтересованы в его благополучии и ни в коем разе не должны быть угнетаемы по желанию правящей верхушки, а уж тем более тирана. Нет и не было такого монарха, кой по самой природе власти не был бы далек от насущных проблем своего народа. Поэтому нет, не было на свете такого монарха, который бы
заслуживал находиться в этой роли. Если то, что я говорю, истина, вы можете спросить, как в таком случае вообще можно властвовать, если любая власть развращает? Мой ответ прост: дайте власть народу. Жизненно. Древняя книга. Формула, геометрия, цифры, рисунки. Непонятно. Все не так, как кажется, а способности принимать чужой облик издревле слагали легенды. Да, это мы читали. Что-то мне все одни и те же книги с рецептами попадаются, как-то пока что не так везет. Можно мне какой-нибудь супер рецепт? Так, это у нас мор. Оба, телекинез. Ту-ту-ту-ту. Если взломать. Серьезно, воровство слишком низок? Когда у меня его и так 2, а так открыл, смотри-ка. Хорошо, что я не продал этот пояс. Он как раз пригодился мне. Так, тут слово разобрать не могу ни одного. Кроватка удались. О, Лоуса заметила. Что там? Locked. Маленький сейф. По-моему, тоже мы его сейчас открыть не сможем. Ну да. А так сможем, да? Да, ну, ничего, серьезно. Сколько он весит? 50? Мы пока Лоуса дадим. Спустимся вниз и это... Я прокачаю воровство и смогу открыть его. О! Лоуса нам сюда. Какие штаны у Лоуса-то? Нормальные. То сразу сейчас продадим этому. Амулет розы. Амулет ночного неба. Давай сюда пока. Вот тут еще что-то он есть. Давай, Лоуса, быстрее двигайся. Всего-то вроде передвижение минус 50, но явно больше, чем минус 50%. Так, давай продавать лишнее. Всего за 35 могу продать закрытый этот. Какие страшные копейки. А тут 1000 еще. Давай нам сюда. Вау.
Питомец Далис. 2 гейста. Окей. А тут ходит первый. Мне бы его... Погоди-ка, я могу ему за спину... Нет, я не могу за спину запрыгнуть. Тогда что мы сделаем? Давай телепорт. Так, чтобы поближе поставить. А вот и адреналин пригодился. Что он может? Так, теперь мне, короче, надо что-то с этим сделать. Как-то его глухануть, да? Путь перекрыт. У него еще куча брони. Так тоже ничего не сделаю. Слушай, а если подняться наверх? Я смогу его тентаклем сверху ударить, если что? Так вот не смогу, да? Причем имеет смысл на рикошетом выстрелить. А, кстати, у меня же есть адреналин, если что. Я его пригвоздить смогу. Он не зайдет мне за спину. Или зайдет. Но он ходить не может. Так, этого давай. Так вот. И немощность ему накинем. Тоже вниз, да? Ну, что, ничего страшного, у меня есть это. Необъяснимое уклонение. Ждем. Ой, не попал. 164 урон в спину. 190 урон в спину. Слушай, неплохо дамажит. Прям очень неплохо, я должен сказать. Слушай, нифига не толстый, кстати. Наверное, имело смысл быть черегату поставить. Погоди, он наложил желание смерти на себя? А погоди-ка. Желание смерти же вроде как дает. Блин, прикинь, я этот скилл не так понимал. Я думал, что этот скилл получает дополнительный урон, а не наносит. Боже мой, это рофл просто дикий. Так, у нас следующий чувак этот ходит. Его по-хорошему убрать надо, если честно. Ладно, давай не спущусь. Я кучу сделаем. Тебя тентаклей истощим.
Следующий ходит этот. У него есть ощущение. Давай так сделаем. Ну что ты будешь делать со своим истощением, чувак? Ничего. Both, I fear. Ну вот, мне нечем опознавать. Ну ладно, возьмем так. О, пирамидка телепорта. Еще одна. Почитаем. Опять неизвестный язык. Эта книга выглядит старой, но читали ее мало. Труд, очевидно, не пользовался популярностью. Автор жалуется, что волшебники и воины много пишут о том, как использовать стихийные элементы для создания волшебных свитков, зачарования стрел и изготовления гранат. Однако никто не упоминает о сочетании элементов с зельями. Вы отмечаете один особенно интересный рецепт, в котором существует сущность земли и используется для укрепления кожи. Интересно, что может сделать сущности других элементов, если они вам попадутся? Ключ какой-то. Все, да, тут больше ничего такого нету. Так, пойдем, нам надо этот вскрыть этот сундук. Для этого мне надо. Для этого мне нужно побольше воровства. Так, где он там у нас? О? И все? Дневник. Бесчисленные страницы с дневниковыми записями без представленных дат собраны. Видно, что хоть дневник и потрепанный, с ним бережно обращались. Конечно, мне хочется верить, что все это имеет смысл, потому что если все зря, то можно сойти с ума, а ведь разум все, что у меня за душой. Единственное, что отличает меня от них. Все действительно настолько безумно, как кажется, мы очень похожи, между ними есть связь, какую я не ощущала никогда. Наверное, если я потерплю неудачу, история окрасит меня в те же цвета, что и его. Дались ужасно, дались безумные. Могущество важно, я сказала ему это одними словами, он сказал мне то же самое другими. Без могущества не сотворить ничего великого, ничего стоящего. Мы оба это знаем. И без жертв тут, увы, не обойдешься. Но все эти потрясения нужны, чтобы выпустить на волю нечто бесценное. Я еще не встречала того, кто бы это понял. Чтобы я только не отдала, чтобы отпереть решетку, сесть рядом с ним и заглянуть в его глаза. Уверена, что увидела бы в них свое отражение. Чего же я жду? В конце дневника одна запись не похожа на остальные. Она написана крупными, неаккуратными буквами. Та же рука, но другое настроение. Потрясающе, он видит во мне больше, чем я могла разглядеть. Я сама, тот облик, что он мне показал. Сложно поверить, что я когда-то думала, будто мои крылья просто фигура речи. Это не некромант ей помог. Давай дневник с собой возьмем. Так, Фэн, теперь нам нужен другие твои умения, например, знание легенд. Эх, ну такой себе. Так,
Давай, возвращаем. Ой. А почему всего 3? Разве у меня всего 3 было? Хм. Ой, чё я вытащил? Эх, какой Артурги вытащил, да? Да, я вытащил Артургию. Так, пирамидки мне, кстати, не нужны, наверное, сейчас пока что. И нужен ли мне кисютка? Восстановление 29 физическая броня и дает 55. Хм. Да, вот это возьмем. Как она простуется? Дает еще и регенит броню. Ну ладно, это если что такое. Сколько вес? 91. Так, пойдем. Костюм брака мы скинем сюда. Странно, что я кольцо Мига не продал. Но при этом я вот это тоже вытащу. Ладно, 2 кольца Мига оставим на память чисто, но все равно копейки стоят. Так, кружки пива убираем. У Лоуса тоже куча веса вообще. О, это у Фейна наоборот куча веса. Так. Что бы мне еще убрать? Ой, даже не знаю. Давай-ка в крафт зайдем. Как там в крафт? Крафтить, напомните мне. Вот. Зелье каменной кожи. Только с ядом. Давай вот так вот сделаем. Так, это были зелья. Флакон с ядом. Но мне не нужно. Пища, томатный супик. Так, что у нас ужин особо... А, ну у нас воды, потому что нет никакой, да? Средняя руна грома. Что дает она? Я не помню. Давай возьмем, сделаем. А, погоди, из 2 средних рун я, кстати, наверное, могу сделать одну мощную руну. По-моему, так. Но я не умею это еще делать.
Свитки воскрешения, но у меня их слишком много сейчас. Вот свитки телепортации мне бы могли пригодиться. Это очень полезные штуки. Так, где там это у нас? Руны. Ну, такое. Ну, хотя сюда в ХП можно поставить. Ой, точнее, как там руны сюда же. Вот сюда и... Так, если это точность, это уклонение даст, это здоровье, это движение, это шанс крит удара. Нет, давай лучше шанс крит удара поставлю. Ой. О, 20 шанс крит удара, 21, неплохо, очень даже неплохо, это хорошая вещь. Погоди-ка. У нее же новые перки. Ей нужна как раз таки ярость. А ярость мы возьмем за место дротика отравленного. Это тоже убрать можно. Так, что бы ей тогда поставить? Надо подумать. Ну, это магическая ведь. Магический урон. Погоди, так она всех ослепляет в любом случае, да? Ну, это макурон, блин. Тут... Так. Обычный дождь одну, да, единицу накладывает, а кровавый вот так вот. У меня некромантии сейчас нету. Слушай, давай, знаешь что, наверное, дождь обычный поставлю, потому что в теории там огонь может быть или еще что-нибудь. Так, давай по рунам пройдемся, мне что-то понравилось. Где там этот крафт рун? Я могу в кинжал поставить руну, да? Давай урон земли, что ли, поставим. Что там, действительно урон земля, да? 2-3 земля добавилось. Ну, пойдет. Сюда руна не вставляется. Причем хорошо, что эти руны можно вытаскивать, да? Так, это на ком одета? На Фейне, да? Чего можем поставить? Так, пока нет. Давай в каску, это каска для Лоуса. Нет. Ну ладно, тогда давай это. Что у нас там? Сопротивление, наверное, огню нужно будет. А для Лауса... Сопротивление воздуху пускай будет так. Никогда не знаешь, чем тебя жбахнет в следующем файте. Так, час 40 уже записываем, ничего себе.
Так, окей. There you are. I was just thinking of you. Naughty lizards. I wouldn't have taken that rune on the figurehead as a slave scum. We'll need to find the song that'll control it then. Well, you'll need to. Indeed? Excellent. You've shown some ingenuity. Now show me more, and search every corner of those quarters. There must be a way to control this ship tucked away somewhere. I'd give you a gold star if I had one to hand. I mean that very sincerely. Go on then. Sing it to the figurehead and get her to sail. Atta Godwoken. Чё, пришло время там двигать, да? О, это на продажу. Ва. Блин, как много веса опять. Эх. Но все пригодится. Все пригодится абсолютно. Привет. I warned you, didn't I? Я уже знаю, как управлять. Ну что, давай тогда на этом заканчиваем. Сейчас 40 записываем. И двинемся уже с песенкой корабля в следующий акт. Все, бай-бай, пока-пока.